Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить простое, очень любимое блюдо нашей семьи — фаршированные перцы с мясом. Для рецепта нам понадобится мясо. Мы взяли кусочек говядины, и для сочности я добавлю сало. Конечно же, перцы, лук, морковь, помидоры, чеснок, зелень и любимые ваши специи. А подробный рецепт в граммах я напишу в описании под видео. Начнем с того, что подготовим наши перцы. Сейчас я уберу мясо. Мы будем чистить перцы. Я уже их заранее хорошо промыла. Я покажу, как я буду готовить перцы. Вот так очищаем. Убираем вот эту сердцевину. Фаршировать мы будем сегодня не все перцы. Я сделаю немного заготовки на зиму, потому что зимой я часто готовлю это блюдо. Это блюдо напоминает вкус, запах, ароматы лета, осени, поэтому я делаю такие заготовки. Я вам покажу, как я замораживаю такие перцы. Вот так. Так мы будем чистить все наши перцы. Вот так вот. А потом еще я покажу, что мы будем делать вот с этими шляпками. Вот так у нас получились наши перцы. Видите, мы все почистили. И у нас осталось столько шляпок. Мы берем эти шляпки, очищаем от плодоножки. Вот так вот. Плодоножку мы выкидываем. А сам перец мы нарезаем на вот такие вот квадратики мелкие. Этот перец нам пойдет для соуса нашего и фарш. Сейчас мы порежем все перцы, очистим шляпки и продолжим готовить остальные овощи. Сейчас нам надо порезать лук. Мы будем использовать 3 средние луковицы. Режем мелкими кусочками, кубиками. Вот так. Далее нам понадобится 3 зубчика чеснока. Мы вот так режем не сильно мелко, средними кусочками. Чеснок — это по желанию. Мне просто нравится в фарше и в соусе вкус чеснока. Поэтому я добавляю. А после чеснока мы будем натирать на терку морковь. Моркови у нас, видите, достаточно большие. 2 штуки мы будем использовать. Вот так мы подготовили наши овощи. Лук, чеснок, морковь, болгарский перец. А сейчас нам надо замочить в холодной воде очищенной 2 вида риса. Я использую круглозернистый рис, полстакана. В граммах я напишу под видео, сколько мы сегодня использовали. И второй сорт риса — длиннозернистый рис. Заливаем холодной очищенной водой и оставляем. А этим временем пока займемся зажаркой нашей. Разогрели сковородку и наливаем немного подсолнечного масла, где-то 1-2 столовые ложки.
И первым делом обжариваем чеснок. Чеснок так даст нашему маслу такой очень приятный вкус. Немного поджарим. Прошло буквально несколько минут, и чеснок хорошо прожарился. И мы добавляем сюда к чесноку лук. И лук тоже хорошо прожарим, чтобы он стал мягкий, золотистый. Тщательно перемешиваем. Пока тушится лук, мы займемся фаршем. Порежем говядину. Вот такая у нас говядина, она сочная, мало прожилок и мало жира. Поэтому мы добавим кусочек сала, и это будет очень вкусный фарш. Порежем на средние кусочки и будем перемалывать через мясорубку. Порезали мясо. Сейчас займемся салом. Вот такое у нас сало. Мы сейчас порежем на кусочки. Но сначала мы должны отделить от шкурки. Видите, вот так вот она легко отделяется. Вот так вот снимаем. И тянем. И вот так вот будем чистить. Вот так порежем на квадратики, видите? Так красиво. Перемолим наше мясо. Вот так. Да, Сани, ты смотришь, да? Интересно? Камац, камац. Осторожно. Вот так пожарили мы лук. Видите? Он стал значительно меньше. Хорошо протушился. Сейчас мы добавляем сюда морковь. И тушим морковь тоже до мягкости. Хорошенько перемешаем. Так красиво. Вот так протушили мы морковь. Делаем посерединке углубление такое. И сюда мы добавим полную столовую ложку томатной пасты. Вот так. И к томатной пасте сверху добавим чайную ложку сахара. Хорошенько вот так поджарим томатную пасту с сахаром. За счет сахара томатная паста будет менее кислой. Немножко поджарим и потихоньку будем смешивать с нашей зажаркой. И где-то 2-3 минутки еще будем тушить вместе все овощи с томатной пастой. А сейчас мы добавим вот эти наши перцы, то, что мы резали.
Хорошо перемешаем. И будем тушить где-то еще минуты 5 на среднем огне. Вот такой фарш у нас получился. Для удобства перемешивания всех специй я переложу в другую емкость. Вот так. Сейчас мы сюда добавим соль. Соль добавляем по вкусу. Где-то 1 чайную ложку или 1,5. Вот так. Черный перец пол чайной ложки. И больше, еще 1 чайную ложку красного перца. Я очень люблю еще вот такой перец хлопьями. Добавим еще вот такого перца. Мои любимые травы — это реган, который я привезла из Армении. Вот такой сушеный базилик. Вот так перетираем, превращаем в мелкую крошку такую. А грубые части убираем. Вот эти. Еще одна моя любимая трава — это чабер или цитрон по-армянски. Это очень ароматная трава. Я люблю использовать сухие травы в фарше. Перемешаем. И сюда нам надо будет добавить еще часть зажарки. Сейчас она приготовится, и мы добавим. Для зажарки нам еще понадобятся помидоры. Сейчас мы берем половинку помидор и натираем на терку. И у нас в руках останется только кожура от помидора. Вот видите, вот такое вот пюре получается. Сочное такое. Вот так остается кожура. Итак, нам понадобится 2 такие вот достаточно большие помидорки. Вот такая у нас зажарка получается. Такая красивая, ароматная. Нам понадобится отделить половину зажарки для нашего фарша. Вот так. И это так полезно будет для нашего фарша. Вот так мы отделяем. Газ мы не выключаем. И продолжаем готовить как подливу для наших перцев. Добавляем сюда вот эти наши помидоры. Сюда мы сейчас будем добавлять соль. Сейчас я добавлю. Вот такую где-то чайную ложку соли и красный молотый перец. И добавим еще чайную ложку чабера, то, что мы добавляли в фарш. На медленном огне где-то минуты 10-15, пока соединятся все наши специи, травы, помидоры хорошо протушатся. А пока мы займемся нашими перцами. Для фарша нам еще понадобится зелень. Я буду сегодня использовать кинзу, петрушку и укроп. Мы порежем мелко. Вот так вот.
Зелень можно по желанию. Какую вы любите, такую можно и добавить. Вот так мелко порезали. Добавляем фарш. Сюда мы добавим вот эту нашу зажарку. Лук, морковь, перец и томатная паста. Рис хорошо промыли и вот так добавляем. И хорошенько перемешиваем. Можно даже руками перемешать. Так будет еще лучше. Вот так. Вот такой фарш у нас получился. Сюда мы добавляем где-то полстакана воды. Где-то 100 миллилитров. Это дает сочность нашему фаршу. Вот так. Думаю, что столько будет достаточно воды. Видите, мясо становится нежным. Сейчас мы будем фаршировать наши перцы. Вот так вот мы чайной ложкой накладываем фарш так, как утрамбовываю, чтобы там побольше фарша было. Видите, вот так вот. Накладываем. И вот так вот. И вот так мы будем фаршировать все наши перцы. Видите, как получается? Красиво, как аппетитно. Еще захотелось мне фаршировать помидоры. Я очень люблю фаршированные помидоры. Сделаем несколько штук. Отделяем сердцевину. Вот такую. Потом крышечкой закроем, когда будем начинять фаршем. Вот так, смотрите. Вы просто не представляете, как это вкусно. И как уже аппетитно уже выглядит. Смотрите, вот так получилось у нас. И вот так оставляем. А вот эту сердцевину, то, что у нас мякоть осталась, мы можем добавить в наш фарш. Сейчас я это измельчу немного. Добавляем фарш. Перемешаем. И продолжаем дальше фаршировать наши перцы. Вот так. Наш соус уже готовый. Мы для начала делаем такую, как овощную подушку в кастрюлю. Добавляем на дно. Половину на дно, а вторую половину будем сверху покрывать на перцы. Вот так вот, смотрите. Так, достаточно.
И будем сейчас накладывать наши перцы вот так. Вот так красиво очень. Помидоры мы положим сверху. А также, если вы любите кабачки, баклажаны, любые другие овощи, тоже можно вот так фаршировать. Вот так, видите, как получается у нас. Сейчас посмотрим, сколько у нас здесь поместится. Угу, вот так вот. Для более сливочного вкуса я всегда в конце добавляю кусочками сливочное масло на наши перцы, помидоры. Это очень вкусно и нежно получится. Далее мы добавим остаток нашей зажарки сверху. Вот так вот. Покрываем полностью. Вот так добавляем. И потом нам надо будет добавить сюда воду. Я покажу. Добавляем воду. Воды нужно добавить достаточное количество, потому что нам надо, чтобы хорошо сварились фарш. И не забываем, что мы сюда добавили сырой рис. Нам надо готовить до готовности риса. Вот так достаточно. И мы ставим на газ и будем варить с момента закипания 40 минут. Обязательно закрываем крышкой. Так вот. Пока тушатся, готовятся наши фаршированные перцы, мы подготовим перцы для заморозки. Мы берем перец, вот так накладываем, подбираем по размеру, вот так, смотрите, вот так подготовили. Я обычно делаю по 3 штуки, вот так вот, вот так. И когда мы замораживаем, вот именно таким способом, после разморозки они совершенно не теряют форму. Вот вы попробуйте, потом убедитесь сами. Вот так вот. Ну, у нас этот 4-й остался перец. Ничего, мы вот так вот тоже сложим. Я использую вот такой пакет. Вот. И зимой спокойно можно тоже фаршировать. Это и удобно, и полезно. Закрываем и отправляем в морозилку. Вот с этого момента мы варим 40 минут. Фаршированные перцы можно подавать со сметаной. А сегодня я решила подавать с мацоном собственного приготовления. Так будет еще полезнее, еще вкуснее. Да, Санни? Утес. Они тоже будут пробовать кушать, да, они? И наши перцы тоже уже готовы. Сейчас мы переложим в блюдо и подадим на стол. Вот так, думаю, хорошо будет. Выключаем газ.
И смотрите, какая красота у нас получилась. Вот так вот переложим на блюдо. Видите, уже все сварилось. Сочное получилось. Вот так вот. Ничего страшного. Помидоры наши. Готовность перцев мы проверяем по готовности риса. Если рис сварился, значит перец тоже уже готовый. У нас тут петрушка, кинза, укроп просто для украшения и для свежести, для аромата. Вот так мелко порежем. И посыпем сверху на наши готовые перцы. Посмотрите, как уже нарядно, красиво, аппетитно смотрится. Друзья, вот и готовы наши перцы фаршированные. Такое простое, но очень сытное блюдо получилось у нас. Перцы получились у нас сочные, пропитанные полностью нашей ароматной подливой. Смотрите, они уже нюхают, уже у нас такие ароматы здесь. Сейчас я Арсенчику тоже дам. Сейчас они попробуют. Порежем пополам. Такой перец можно подавать как с картофельным пюре, с гречкой, с любым гарниром подойдет. И хочу сказать, что это как на праздничный стол, так и просто на каждый день. Такие вот перцы, посмотрите, сочные. Рис хорошо проварился. Видите, сколько много у нас фарша. Ани, лецнем кезимацун? Только лецнес. Вот так вот хорошенько поливаем мацоном и пробуем. Можно просто с хлебом, это тоже очень вкусно получается. Ну как? Арсенчик, мама. Друзья, спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, комментарии. Впереди нас ждет много душевных, домашних, проверенных рецептов. Тут такие ароматы. Ани. Приятного аппетита. Баря хожак.